В жизни все не всегда складывается так, как хочется. Но поддержка близких, оптимизм и стойкость духа способны преодолеть любые препятствия. Девочки Кендера и Малия родились 26 февраля 2002 года. Но на свет появились непростые малышки. Семья Хэрин пополнилась сиамскими близняшками. У девочек были общие важные органы: толстая кишка, мочевой пузырь, печень, одна почка и пара ног на двоих. Сестры были соединены в области живота. Родители знали, какими родятся их малышки, но Эрин не прервала беременность. Они любили девочек, давали им необходимую заботу и внимание, хотя врачи не были уверены, что дети выживут. Медики советовали родителям избавиться от близняшек, но Эрин уже видела лица дочек на ИМРТ, она была привязана к малышкам, хотела стать матерью. Женщина просто не могла избавиться от детей. Родители обожали девочек, а те росли, принося много радости маме и папе. Вот только когда малышки подходили к 4-летнему рубежу, врачи поставили Эрин и Джейка перед нелегким выбором, разделять сестер или нет. Операция по разъединению сиамских близнецов очень опасна, может привести к гибели девочек или одной из них. С другой стороны, хирургическое вмешательство позволило бы Малии и Кендере жить самостоятельными жизнями. Кроме того, разделение увеличивало шансы на выживание, которых у сиамских близнецов во взрослом возрасте не очень много. Усложняло ситуацию и то, что у девочек была только одна почка. Врачам пришлось долго совещаться, но в итоге они решили, что орган останется у Кендры, а Малии пересадит трансплантат. Родители долго решались на сложный шаг, но в итоге осмелились на операцию. И когда девочкам исполнилось 4 года, команда опытных хирургов в составе 6 человек приступила к операции. Кендру и Малию успешно разделили, а затем они прошли курс реабилитации. Родители были счастливы, что все прошло хорошо. Ведь по статистике, при таких операциях шансы на выживание хотя бы одной малышки всего 25%. Но девочкам всегда было плевать на статистику, их случай уникален по всем параметрам. Малышки были первой парой сиамских близнецов с одной почкой, которых успешно разделили. Однако впереди их ждали долгие годы восстановления, обучения самостоятельной жизни, болезненных процедур. У каждой девочки осталась одна нога, Малии требовался диализ. Каждая малышка училась заново ходить. Но они были живы и отделены друг от друга, а это самое важное. Однако далеко не все шло так, как хотелось. Скоро Малии потребовалась новая почка, трансплантат не прижился. Эрин, не задумываясь, отдала свой орган девочке. К сожалению, малышке через несколько лет опять понадобилась операция. На этот раз почку пожертвовал анонимный донор. Сейчас необычным сестрам по 20 лет, они продолжают жить в своем родном Солт-Лейк-Сити. Девушки благодарны родителям за то, что те приняли решение разделить их. Ведь Кендера и Малия могут жить своей жизнью, быть независимыми. Малия открыла в себе склонности к графическому дизайну. Она поступила в колледж на эту специальность, очень радуется возможности окунуться в новую жизнь, изучать то, что нравится. Если бы сестры до сих пор были сиамскими близняшками, вряд ли им удалось бы воплотить свои мечты. Родители Хэрин вызывают настоящее восхищение. Они не отказались от своих детей, хотя понимали, сколько сложностей ждет их семью. А девочки проявили невообразимую стойкость и тягу к жизни, никогда не теряли оптимизма, несмотря на трудности. На этом все, друзья. Делитесь этой удивительной историей, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока!